Почему нарцисс срывает свой гнев на близком человеке? Дело в том, что мы когда вообще в нормальных отношениях каких-то находимся, мы тоже можем друг на друга гневаться, злиться, раздражаться. Но, как правило, там есть какая-то понятная причина и понятное следствие. Ну, грубо говоря, я опоздал, но другой человек злится. Или я, скажем, что-нибудь там разбил, или, не знаю, там взял, там обманул вдруг человека как-то вольно-невольно. Он злится. Ну, понятно, это вроде как адекватная какая-то реакция. В случае с нарциссом эта реакция всегда неадекватна ситуации. По крайней мере, то, как мы ее видим. То есть, вот он берет и начинает, непонятно почему, на нас гневаться, злиться, он начинает портить нам настроение, и что-то он получает, у него есть какая-то выгода. Сегодня мы постараемся разобраться, что же у него в голове происходит, зачем он так себя ведет. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и мы сегодня, получается, разберем две вещи. Это, во-первых, что происходит в голове у нарцисса, почему он вот раздражается и срывает свой нарциссический гнев на близком человеке, то есть какая его выгода. Ну и второе, мы коснемся тех ошибок, по сути, заблуждений, которые бывают у человека, который находится рядом с нарциссом, как неправильно реагировать в ситуации, когда нарцисс начинает на тебя вымещать свой гнев. Если вам эта тема интересна, она интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, с чем мы сталкиваемся, это определенное несоответствие с нашим, так сказать, жизненным опытом. Дело в том, что у нас у всех есть опыт, мы видим людей, у которых плохое настроение. То есть, как выглядит обычно человек, даже не с депрессией, а просто вот с плохим настроением. Это человек, у которого, обычно он чуть тише говорит, он меньше говорит, у него такая скудная речь, у него какая-то такая, не очень активная жестикуляция. Он такое бывает, что он, у него такая поза немножко поникшая. Он не очень стремится к контакту, его сложно, опять же, разговорить, то есть он не поддерживает контакт. Мы примерно знаем общие признаки, когда у человека такое плохое настроение. Вот сидит компания, у кого-то испорченное настроение, это по нему видно. Мы это знаем с детства, этот опыт у нас накоплен. Также мы знаем, как с такими людьми взаимодействовать. Если у человека плохое настроение, и как-то ты понимаешь, что ты его там с полуоборота не завел, как не смог его как-то взбодрить, то, скорее всего, лучше не взбадривать, потому что у человека свои какие-то процессы. Иногда даже можно нарваться на какую-то такую раздражительность, и нам это, в принципе, все как-то укладывается на наш опыт. Но что же происходит, когда мы имеем дело с нарциссом? У нарцисса, как правило, есть вот эта маска уверенности, какой-то и такого великолепия, при этом за этой маской обычно проистекает такая вялотекущая нарциссическая депрессия. Она латентная, то есть он ее не чувствует, он о ней не знает, окружающие ее часто не знают. И то есть человек перманентно себя чувствует не ок, но при этом это человек, у которого ровная такая речь, бывает звонкая, даже он какие-то шутки может запускать. То есть человек внешне выглядит, что у него настроение либо нормальное, либо даже немножко повышенное. И вот тут вдруг какой-то поток гнева пошел. Как? Почему? Что такое? Что я сделал? Как правило, люди с такой, условно, гармоничной личностью, невротического уровня, максимально приближенной к психическому здоровью, мы когда сталкиваемся, что человек по непонятным нам причинам, мы не видим причинно-следственную связь, начинает на нас выливать свой гнев, мы начинаем что? Мы начинаем как-то туда идти в свою мнительность и думать, так может я что-то сделал. То есть мы по сути начинаем заниматься аутогазлайтингом. Мы начинаем думать, наверное, я что-то сделал, чтобы его разозлить, просто сам этого не заметил. Вот что-то со мной происходит. Это такая особенность невротического типа организации. Мы, как правило, когда что-то происходит, сразу начинаем думать, так, наверное, это что-то такое я вот тут виноват, наверное, что-то со мной произошло. Такая мнительность. Соответственно, во взаимоотношениях с нарциссом часто бывает так, что нарцисс вываливает на тебя свой нарциссический гнев как способ компенсации своей внутренней такой депрессии, которую он ее не чувствует. Он чувствует какое-то что-то не так, что-то у него не складывается, и вот ты под руку попадаешь, и давай, иди сюда. А мы это воспринимаем как, наверное, не знаю, как-то у меня не получается в отношениях, что-то со мной не так, что-то как-то я, наверное, не так сказал, не так сказала. Вторая вещь, с которой мы можем столкнуться, это то, что нарцисс может просто бешено реагировать на любую критику. Критику нарциссы не воспринимают просто полностью. Но, понимаете, это было бы полбеды, если бы мы просто это понимали, можно человека не критиковать. Но часто бывает так, что нарцисс воспринимает как критику то, что с нашей стороны критикой не подразумевалось. Ситуация. Мужчина стоит на кухне, предположим, там жарит мясо. К нему подходит его женщина и говорит: о, дорогой, слушай, я купила классное масло. Вот он такой: хорошее, дорогое, можешь его взять. И тут прямо непонятно почему он разворачивается, начинает на нее орать: что ты под руку пришла здесь, говоришь, ты такой иди себе там сиди на своем не знаю, стульчике и прочее. Начинает на нее орать. Она не понимает, в чем дело, что здесь произошло. У женщины, которая находится в отношениях с нарциссом, возникло ощущение, что вот он занимается каким-то процессом. Я, поскольку чувствую какую-то определенную привязанность, потому что у меня тоже здоровая привязанность развивается, мне хочется быть рядом с ним, и мне хочется как-то поучаствовать, посопричастствовать в этом процессе. Она подошла и решила, что вот есть
есть чем я могу помочь, вот есть вот это вот масло, которое я купила. Может быть, он про него не знал. Что происходит в голове у нарцисса? Он спокойно себе занимается своей этой деятельностью, но при этом у него есть базовое убеждение, что он не окей, что он, значит, ничтожный, что он криворукий, потому что в детстве он это слышал. Он в детстве не слышал, что он хороший человек, что он любимый ребенок. Он слышал какие-то вещи, он получил послание, что он такой неумеха. И вот он стоит, делает это мясо. У него есть вот это базовое убеждение, что у него руки кривые, что мясо у него сейчас будет пережаренное, что у него сейчас все будет плохо. Все будет как-то вот, черти как. Он прилагает большое количество таких внутренних психических усилий, чтобы продолжать это делать. У него есть надежда, что, может быть, я вот это приготовлю, и может быть, когда я всех угощу, или скажем, свою женщину, она скажет что-то хорошее, и тогда моя вот эта нарциссическая, грандиозность, она как бы, немножко поддержится, вот он стоит себе. И тут подходит женщина и говорит: ты, как это слышит нарцисс, ты неумеха, делаешь фигню, и все делаешь это на неправильном масле, а правильное, более лучшее масло есть у меня. Вот так слышит это нарцисс. Понимаете? То есть, насколько это не соответствует. То, что, предположим, вы подходите к человеку и начинаете просто говорить свое какое-то общее, очень мягкое, ненавязчивое мнение о том, что он делает, он это все воспринимает как критику себя, потому что самый главный критик нарцисса находится в голове нарцисса. Это вот эти вот образы его родителей или родительских фигур. Третья ситуация, с которой мы можем столкнуться, когда нарцисс гневается, это когда ему нужно просто как-то увеличить дистанцию. То есть, грубо говоря, он выбесился и говорит: все, я пошел куда-то гулять, потому что ты меня разозлила. Что произошло, непонятно. Как это происходит в таких условно здоровых отношениях? Живут два человека, один понимает, что ему нужно немножко какого-то личного времени, личного пространства. Он просто это говорит словами через рот, что: послушай, я сегодня хочу пойти в гараже у себя посидеть. Или сегодня мне нужно пойти в спортзал, к друзьям. Что угодно я говорю. Если это не созависимые отношения, то люди это вообще это все автоматически решается. То есть человек просто сообщает, что сегодня я хочу провести время один, а завтра вместе с тобой будем что-то делать. В случае с нарциссом, если он же опять же это не осознает, предположим, его немножко перегрузили отношения, ему нужно немножко как будто бы так отдалиться, но он этого всего не понимает, всего этого не чувствует, потому что, как правило, не посещает психотерапию, не умеет как-то, анализировать свои чувства. И вот он понимает, что я вроде могу сказать, что давай мы сегодня с тобой проведем время не вместе, но для него это будет отвержением другого человека. А для нарцисса травма отвержения, она максимально такая яркая. Когда мы человеку отказываем, когда мы человека просим как будто немножко отдалиться, даже несмотря на то, что вроде как это мы формально отвергаем, все равно мы как будто бы возвращаемся к той травме. Это такой сложный вопрос. Знаете, почему люди прощаются, уходят по-английски? Потому что даже прощаться иногда нам сложно. Так вот, для нарцисса это все максимально сложно, и поскольку все эти эмоции ему сложно как-то пережить, потому что сейчас я вроде бы скажу, что давай сегодня вечером с тобой будем не вместе, а завтра ж мне придется как будто бы сближаться, а здесь я как будто бы свою значимость уроню, и все это как-то очень сложно. Поэтому нарцисс просто в какой-то момент он взрывается, раздражается, а потом говорит: ты меня вчера сама выбесила, сама виновата, я пошел, потому что не мог с тобой находиться. То есть вроде бы как вообще это виноват не я, виновата ты, и я получил свою какую-то, удовлетворил потребность свою побыть одному, а виновата ты, что ты такая бесячая. И конечно, надо понимать, что нарцисс всегда оправдывает свой гнев. То есть никогда он не виноват, виноваты кто угодно, другие, только не он. Вот эта ситуация, когда вспыльчивый, но отходчивый, знаете, вспылил, потом извинился, это вообще не про него. То есть виноваты всегда окружающие. Почему? Нарциссический гнев – это не следствие каких-то внешних процессов. Предположим, ты что-то сделал, человека разозлил, он злится. Это следствие его внутренних процессов. И ошибка, которую человек, который находится рядом с нарциссом, часто как-то совершает, это старается как-то человеком этот вопрос разрешить. Предположим, этот пример, когда мужчина жарит мясо, женщина подходит, говорит, что есть лучшее масло, а он на нее взрывается. Вроде бы как с точки зрения женщины понятно, что исходя из такого общего какого-то опыта, как люди между собой общаются, тут вроде бы как нужно как-то погасить все, сказать: послушай, давай будем потише, извини, если, может, я тебе как-то не знаю, неправильно что-то сказала. Опять же, это мнительность и попытка как-то, не знаю, примириться, принять на себя часть вины. Попытка, не знаю, когда, не знаю, что-то обидеться и по этому поводу как-то взаимодействовать. Все эти поведения приводят к тому, что нарцисс будет еще больше гневаться. Почему? Потому что, как правило, когда нарцисс гневается, очень часто бывает так, что он прямо из гнева пропадает туда в стыд. Естественно, он его не ощущает, но он же такой прекрасный, замечательный, перфектный, такой просто красавец. И тут вдруг он взорвался, кто-то увидел его этот дикий звериный оскал, и он чувствует: все, я потерял лицо, нужно это как будто бы забыть и проехать. И тут вдруг, предположим, его женщина начинает с ним об этом говорить: послушай, ты вчера взорвался, давай об этом поговорим. Может, действительно, может, я не буду к тебе подходить на кухне. Боже, зачем ты мне это напоминаешь, понимаете? То есть это приводит к тому, что он как будто бы опять туда заходит.
Вам к гневу нарцисса нужно относиться ну, не как к какой-то адекватной реакции на что-то, что происходит в объективной реальности, а как просто к такому симптому. Как, знаете, вот, не знаю, взрыв вулкана, или когда вот стоит скороварка, у нее пар выпускается. Вот когда выходит пар, надо просто отойти от этого пара. Надо отвернуть скороварку так, чтобы пар шел в другую сторону. То есть, если вы находитесь в отношениях с нарциссом, и у него иногда вот такие есть взрывы гневные, ну, вот нужно просто на это стараться не обращать внимания, насколько это возможно, дистанцироваться и ни в коем случае не пытаться там как-то дискутировать. Если же вы понимаете, что это такие достаточно сильные вспышки гнева, ну, грубо говоря, вы этот клапан с паром не можете от себя отвернуть, и вы понимаете, что вас это разрушает. То есть, например, ну, не знаю, у вас там бывает, он как начинает орать, вот, у вас трусит, то есть, там адреналин внутри. Или, например, он как-то, ну, косвенно там, не знаю, он кричит и перед соседями вас там унижает, перед детьми, я не знаю, вам это, ну, не нравится. Или там, если, не дай бог, уже какое-то рукоприкладство, он себя так раскрутил, что уже там, не знаю, хватает вас. Ну, в таком случае тут как бы понимаете, что вот вы находитесь рядом с человеком, у которого, ну, одна из как бы черт его личности, один из, как сказать, симптомов, которые сопровождают его общую жизнедеятельность, это то, что он может вот так вот орать и может как бы там и за руки вас хватать. Поэтому, ну, вот тут просто как бы позаботьтесь о своей безопасности. Собственно, по этому поводу я запускаю очередной поток своего курса про отношения. Мы там разбираем, как отличить здоровые отношения от разрушительных отношений, потому что часто бывает так, что когда ты находишься в отношениях, ты вот находишься в своих отношениях, ты уж не знаешь, насколько они здоровые, насколько они разрушительные. Для этого мы там по критериям все разбираем. Также мы разбираем, как выйти из отношений, которые тебя разрушают. К сожалению, часто бывает так, что вот человек находился в отношениях с нарциссом, полностью вообще выгорел, из этих отношений вышел полностью опустошенный. Часто бывает так, что не совсем по своей инициативе, нарцисс его как бы бросил. И вот вроде бы это все уже осталось в прошлом, прошло какое-то время, человек идет в новые отношения, а все повторяется, потому что травма не проработана, и все те вот поведенческие стереотипы, которые остались после тех отношений, остаются у человека и сейчас. То есть в новые отношения я иду с тем же инструментарием отношенческим, который у меня был раньше. Мы над всем этим работаем. Если вам интересно, ссылка на информацию о курсе будет в описании под видео. Заходите, смотрите, присоединяйтесь, я думаю, вам должно быть это интересно. Ну и часто я получаю такой вопрос, что же, собственно, делать этому нарциссу, гневающемуся, чтобы не гневаться. Проблема вся в том, что наиболее часто этот вопрос я получаю не от человека, собственно, с нарциссическими чертами, который гневается, а от того, кто с ним живет, на кого он гневается. Но тут вопрос как бы усложняется тем, что невозможно как-то управлять другим человеком. То есть для того, чтобы справиться со своими проблемами, тебе нужно справляться с ними самостоятельно. Справиться с проблемами другого человека — это всегда такая какая-то утопия. Но все-таки, поскольку такие вопросы задаются, поскольку людям это интересно, то давайте сейчас я в рамках видео вот объясню. Если человек понимает в какой-то степени, что у него есть нарциссические черты, или просто он понимает, что у него есть проблемы с выражением своего гнева, в какой-то степени, может быть, критика не полная, но хотя бы частичная, то в таком случае основная работа, которая тут предполагается, это на, ну вот как будто бы укоренение этой критики. То есть для того, чтобы человек больше понимал, больше осознавал, что он гневается, и что этот гнев иногда является каким-то неадекватным ситуацией. И самое главное, чтобы он понимал, как это вредит ему. Потому что часто бывает так, что нарцисс взрывается, потом он скатывается в стыд, и основная у него идея: я хочу, чтобы этого больше никогда не повторилось, я хочу, чтобы больше никто меня не видел таким некрасивым, я буду продолжать вести себя так, как я вел себя раньше. То есть человек не осознает, что эта проблема, она все еще есть, ему кажется, что это была такая вспышка, которая была в прошлом. Часто семьи нарциссов это поддерживают. То есть человек как-то взорвался, и все думают, ну вообще он так не такой человек, так не бывает. Это было вроде как единоразово. То есть тут очень важно понимать, что, во-первых, что это со мной происходит постоянно. И второе, что чем больше ты понимаешь, что да, я человек, который склонен к гневу, я должен быть готовым, что я в каких-то моментах гневаюсь, я должен примерно понимать, что с этим делать. В принципе, тут очень важно, чтобы вы не знаю, как-то занимались терапией коррекции гнева, терапией контроля гнева. Поэтому, в принципе, если у вас есть какие-то проблемы в отношениях, вы живете с человеком, который ведет себя как-то, он, скажем, не критичен к себе, или вы понимаете, что это у вас проблемы с гневом, вы можете записаться ко мне на консультацию. Под видео в описании будут ссылки на мои соцсети. Пишите личное сообщение, мы с вами договариваемся. Иногда нескольких консультаций необходимо для того, чтобы, в принципе, уже понимать, куда двигаться. Но для каких-то значительных изменений можно какая-то длительная терапия. Совершенно разные есть форматы. Тут все зависит от индивидуального такого запроса, от индивидуальной ситуации. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-нибудь сталкивались с нарциссическим гневом, что вы чувствовали, как вы это переживали, какие ваши были такие пути ухода, пути спасения. Это будет очень важно, если вы поделитесь своим опытом. Я всегда благодарен, когда подписчики делятся именно своим опытом. Не чем-то там придуманным, не какими-то там умозаключениями, а вот прямо вот то, что вот вы пережили. Это просто бесценно. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.